Моя профессиональная деятельность – юрист. Я занимаюсь гражданскими делами у нас в России. Решив отдохнуть в Турции, я поехала на месяц со знакомой. И что мы там увидели? В Турции, оказывается, кошки считаются чуть ли не священными животными. Уважение к кошкам такое, как, наверное, в Индии. Отношение, уважение к кошкам такое же, как в Индии, к коровам. Тайсон не хочет сниматься. Вот, ну ладно, мы его отпустим. И о кошках забота такая на уровне муниципалитета. Кошки считаются собственностью, поэтому их за счет муниципалитета их лечат, их кормят. У каждого магазина стоят кошачьи мисочки, там обязательно есть вода, обязательно есть сухой корм. Так интересно, здесь кошечки кушают. Их много. Покормили, у них своя миска. Они кушают. В магазинах. Все сладкий. Просто на улице. Просто кошечки кушают. И стоят даже такие, знаете, стулья специальные с подушечками, где кошки могут поспать. Смотрите, какая милота. Для котиков есть специальные подстилочки. И вот каждый котик лежит на своей подстилочке и спит. Это просто улица, это просто стулья, это просто чьи-то подушечки. Ну, погуляет. Да, ты хороший, здоровается. Вот Костик поднял, привет. Вот они поели. У них здесь еда, вода. Покушали, кстати, миска была полная. Они покушали практически все. Ну, отдыхают. Почему бы, да. Пока-пока. Ни в одном магазине такого не было, либо какого-то заведения, чтобы кошек прогоняли, да, они если ложатся, сидят рядом, в кафе, например, кошки могут сидеть рядом с вами на стуле, и это для Турции считается нормой, потому что Коран предусматривает такое отношение к кошкам. В Коране написано о том, что кошка спасла жизнь пророку Мухаммеду от змеи, она загрызла змею. Вот именно поэтому в Турции так настолько уважают кошек. Также кошки являются собственностью турецкого государства, поэтому кошек за счет бюджета как кормят, так и лечат. Бездомных кошек в Турции очень много. Случилось так, что рядом с моей квартирой, там, где мы жили, бездомный кот, несколько лет назад его просто хозяева выгнали из дома, поэтому он оказался, что кот бездомный. Вот получилось так, что в один из дней этот кот очень сильно заболел. Этого кота зовут Василий. Приехав отдыхать как турист, я просто, имея своего кота, я просто не смогла пройти мимо. Я сама, конечно, получила стресс, но животному мы помогли, животному жизнь спасли. А из чего началась история? Значит, бездомный кот заболел. Вечером, придя домой, я увидела, что кот лежит практически без движения у двери моей квартиры. У кота нет паспорта, но у меня нет документов на этого кота. Что делать, я не знаю. Я очень сильно растерялась, перепугалась, потому что я перепугалась из-за того, что животное умрет, и я ничего сделать не смогу, я не могу ему помочь, а мне очень хочется. Я начала искать, во-первых, кто поможет, во-вторых, я начала искать клинику, но, в-третьих, проблема была в чем, почему я об этом так рассказываю, проблема была в том, что я все-таки не знаю турецкого языка, спросить мне было не у кого. Я включила Google переводчик, я нашла управляющую домом, я поговорила с ней, она мне показала, вот идите, через квартал есть клиника. Мы с подругой идем в эту клинику. Опять же, через Google переводчик начинаем объяснять. Вот, кот при смерти, кот бездомный. Что нам делать? Они говорят, ну, вы можете принести кота к нам, но вообще, говорят, вам нужно обратиться в муниципальную клинику ветеринарную и отнести кота в эту муниципальную клинику, потому что лечить будут его за счет бюджета. Я очень сильно перепугалась, я не хотела, что... Я, во-первых, опять же, я же не знаю, где еще муниципальная клиника. Эту клинику-то я нашла, где муниципальная, я не знаю. Я что сделала? Я сказала, что хорошо, давайте мы все-таки будем лечить этого кота у вас и за деньги. Тогда мне дали переноску. Для того, чтобы мы этого котика принесли, за переноску я оставила в залог свой заграничный паспорт, ну, потому что по-другому купить возможности не было. Мы решили оставить мой заграничный паспорт. Взяли переноску, пошли домой. Кое-как, кот прям вот огромный. Если мой котик еще маленький, 2 килограмма, то Василий, он прям вот большой такой, похож на русского кота. Он, конечно, очень худой, потому что бездомный, но по размеру он большой. Вы это увидите на моем видео, я это все снимала. Вася, все хорошо, не бойся, все нормально. Мы положили этого кота в переноску. Мы нашли нашли неравнодушного соседского мужчину, который также очень сильно переживал за судьбу этого Василия.
Мы попросили его. Мужчину звали Михаил. Мужчина взял эту переноску, положил в переноску Василия. С этой переноской я плачу, Михаил идет с котом, Марина идет рядом. Я иду за ними и плачу, потому что мне жалко, потому что мне больно, потому что сама чувствую как будто боль этого животного. Он ее сам съел, что ли? Может быть, потому что совсем, Он укусил опять, да. В клинике к нам отнеслись очень хорошо. Прям спасибо этим врачам. Очень-очень хорошо. И даже забегая вперед, кота взяли. Принесли котика в клинику. Вот, я надеюсь, что его здесь вылечат. Потому что, по-другому быть не может. У них здесь хорошо. Сказали, что через 5 дней нам можно будет его забирать, но при этом его оставили больше, чем на 5 дней. Кот находился там 7 дней. Его за счет клиники, клиника за свой счет этого кота уже лечила, давала антибиотики после операции. И отнеслись, и кормили при этом же. Отнеслись к коту очень хорошо. Тут же врач осмотрел и говорит, у Василия абсцесс. И тут же озвучили сумму, которую нужно было заплатить за операцию. Объяснили, что нужно делать, что нужна операция, что нужно после операции у кота должна быть реабилитация, соответственно, как у всех, как и у людей, точно так же и у животных. И мы доверили судьбу кота врачам. Достаточно молодые там, кстати, были врачи. Пришли мы на следующий день проведать, как наш Василий себя чувствует. О, боже мой. Все. Ты более-менее. Окей. Вот увидели, что коту сделана операция. Наложили ему швы. Причем швы такие не нитки, а были швы такие, знаете, как скобами. Вот. И в течение всего лечения мы приходили, Василия проведывали, навещали в клинике. С Василием было все хорошо. Спустя 7 дней мы забрали Василия домой. Что, Василий? Больше еды никакой нет. Вот кушайте шкурки и молоко. Что есть, то и кушайте. На настоящий момент с Василием все хорошо. Он здоров, жив. Ну и получается, ты не отдала в муниципальную клинику, потому что ты боялась, что его там просто усыпят кота. Но я знаю, что у них относятся к животным, именно к котам, очень гуманно, но все-таки у меня были такие опасения. Возможно, эти опасения были, из моего какого-то прежнего опыта, который к реальности не имеет никакого отношения. Вот так. Я просто испугалась, что кот был в очень плохом состоянии. Смотри, получается, я-то историю эту знаю. Получается, клиника сначала тебе озвучила сумму, которую она потом в половину еще снизила. Да, именно так. Клиника вначале озвучила определенную сумму. Мы заплатили столько, сколько у нас было. Сколько у меня было, я отдала все деньги, которые у меня были, я отдала просто выгребла все, что у меня было в лирах, и отдала врачу для того, чтобы начали лечение. То есть мы сказали, что сейчас мы отдадим столько, сколько у нас есть. При этом я забрала паспорт, нам поверили на слово, у нас взяли деньги, какие были, и сказали, да, хорошо, вы принесете. То есть мы принесли часть суммы еще на следующий день уже к вечеру, но клиника, оставив кота у себя на больший срок, чем предполагалось, еще заплатила и свои деньги. То есть они его лечили таблетками, они его кормили, они за ним ухаживали, то есть потратили свои деньги, не выставив нам больше ничего. Сколько... Заплатила ты и Михаил вот это? Заплатил я и Михаил, да. Михаил, кстати, заплатил даже больше, чем заплатил я. Просто если бы у меня были на тот момент еще деньги, я бы, конечно, еще отдала. Но деньги были не Михаила, поэтому получилось так, что заплатили мы с ним вдвоем. Вот. Но это абсолютно было не жалко. Почему? Потому что как будто, знаете, это как будто происходит с тобой, щемит сердце, и ты как будто готов отдать, не знаю, все, что есть, лишь бы восстановить здоровье, наверное, и побороться за жизнь, если это возможно. То есть именно из-за этого. Теперь я так думаю, что у кота есть паспорт. Вот. Кстати, самое основное, что я еще не говорила. Кроме того, что кота вылечили в этой клинике за свой счет, кота обработали от блох и от глистов. Это мы не просили.
Мне показывали фотографию, кстати, это Василия, когда он был молодой, когда он еще был хозяйский. И, конечно, было больно, да, видеть, когда такой ухоженный, красивый кот, и почему-то вдруг он оказался, никому не нужный, да, брошенный на улице, и коту пришлось выживать. Абсцесс, он же тоже не просто так получилось. Значит, ему как-то, не знаю, может быть, он подрался с котами, может быть, где-то он напоролся на какую-то, не знаю, на колючку. Что же не просто так все бывает, да. Вот, но животное находится рядом с тобой, помоги. Не нужно проходить, не нужно быть равнодушным. Какая разница, в Турции это, или это в России, или в какой-то еще другой стране. Это вообще не важно. Если можешь помочь, помоги. Мы лечили его в платной клинике, несмотря на то, что в Турции есть и бесплатные клиники, где можно было бы вылечить за счет бюджета, за счет муниципалитета, но мы лечили в платной клинике. И для того, чтобы компенсировать деньги, потраченные мною на лечение, я написала заявление в администрацию. Первая администрация была это в провинции Аланьи, Махмутларе. Вначале я пошла в администрацию Махмутлара с заявлением. Не знаю, какой будет опыт, первый опыт общения с турецким муниципалитетом. В общем, язык нужен. На что мне там сказали, что нет, мы этим не занимаемся, вам нужно идти в администрацию города Аланьи. Хочу сказать, что люди очень отзывчивые в администрации, работают очень добрые, и мне не владея турецким языком, что, конечно, для меня было проблемой. Может быть, если бы я владела турецким языком, я решила вопрос намного бы проще. Но турецким языком я не владела, я очень сильно переживала, когда шла на прием в администрацию. Я не знала, когда там приемные часы, я не знала, кто принимает, я не знала, что за отдел. Но вот я все равно упорно добивалась своей цели. И, придя в администрацию, поговорив с очень приветливыми молодыми людьми, через переводчика, через Google, мне посоветовали пойти в администрацию города Аланьи. Администрация города Аланьи поразила меня этой, знаете, таким масштабом. Это огромная территория. Это здание муниципалитета Аланьи. Парк. Сидеть скамеечки прям для посетителей. Огромное само здание административное, красивое, современное. Чтобы знать, куда зайти. Если в Аланьи такое здание красивое, какой же в Анталии? В 2 раза больше. Красивое, чистое, заасфальтированное, огромное, просто огромное здание. И на входе тебя встречают несколько охранников. Тебе показывают, куда идти. Тебе рассказывают, кто тебя встретит. Ну, это приключение, конечно, еще то. Я сижу в администрации, у нас очень красиво все. Языка не знаю, что не понимаю, что мне говорят. Думаю, что вопрос я каким-то образом решу. Все-таки. Даже без языка. Мне дали переводчика, который со мной работал. Несмотря на то, что я заявление написала, заявление о том, чтобы мне компенсировали деньги, я написала на русском. Переводчик сам перевел мне, через переводчика перевел мое заявление на турецкий язык. Size ben sadece aslında normalde olması dediğimiz gibi az önce sizin dediğiniz gibi prosedürün nasıl olması gerektirdiğini söyledim ben size. Принял у меня, взял мой номер телефона, потом мне написал на WhatsApp о том, что заявление принято, потом мне дали номер этого заявления, написали дату, и то есть я даже, человек был настолько заинтересован в том, я объяснила, что я турист, я объяснила, что я турист из России, и, конечно, объяснила, что я юрист, и он перезвонил, поинтересовался, дошло ли до меня, значит, фотография, где было указано, что у меня заявление принято. То есть отношение ко мне как к туристу было очень хорошее. Это вот то, что это одна из частей, которую я хотела рассказать про свои впечатления в Турции. Очень приветливые люди. То, что меня поразило. Поразило то, что мне дали сразу переводчика. Поразило то, что меня перевели. То есть на этот адрес сайта я пишу письмо? Да. Ага. Здесь только турецкий люди могут писать. Только на турецком? Да. У вас есть как... Переводчик? Да. Ну, в транслейт, в телефоне. Это заявление? Это это мое заявление. Вы мне его сейчас распечатаете, я правильно поняла? Понял, я понял. Нет, вы мне сейчас его распечатаете, да? Ну, на печать. И мне отдадите, да? Так? Ага. Несмотря на то, что, опять же, я говорю, что я русский турист, я не живу, у меня нет вида на жительство в Турции. Но я знаю закон. Самое основное, то, что я знаю закон. Я знаю, что за счет бюджета животных лечат. Тем более, это было бездомное животное. По поводу моего заявления, я еще пока не знаю результаты рассмотрения, ответить ничего не могу. Но
то, что заявление находится на рассмотрении, то, что мне не отказали, то, что мне однозначно сообщат о результатах, мне должны прислать по адресу электронной почты, и это 100%. Если не сообщат, конечно, я побеспокою муниципалитет, еще уточню, на какой стадии находится рассмотрение моего заявления. А вы заявление о возврате денежных О средств? возврате денежных средств, которые мы потратили на лечение бездомного кота. Ну, то есть, смотри, там изначально счет был на 50 с чем-то тысяч рублей в переводе на русский, да? 27 тысяч лир. А потом они запополамили счет, получилось, что вы оплатили где-то в районе 24 тысяч, если перевести на русские деньги, верно? Насколько я сейчас помню, просто я не помню, по-моему, мы отдали 12 тысяч. Лир. Ну, получается, 20, где-то, где-то 24 больше тысячи 20. рублей, да. Получается, ты пошла в муниципалитет и написала заявление о возврате денежных средств по твоим банковским реквизитам, правильно же? Правильно. Я написала возврат денежных средств моих, которые я заплатила 5 тысяч лир, и Михаила отдала ему образец этого заявления, сказала, чтобы он такое же заявление написал. Михаил такое же заявление написал на возврат своих 7 тысяч лир. Ну, скорее всего, и муниципалитет, и сама клиника, наверное, на тебя посмотрели как немножко на сумасшедшую, потому что, наверное, впервые у них такой случай того, что турист приходит и болеет за какого-то бездомного котика, да, там со слезами, с трясущимися руками, мужик какой-то идет. Тоже, наверное. Переноска за загранпаспорт. Дайте мне, пожалуйста, переноску, я оставлю свой загранпаспорт, отдам все деньги, какие у меня есть, только ради бога вылечите, спасите жизнь коту. На меня смотрели не только в клинике и в муниципалитете как на сумасшедшую, на меня смотрели соседи как на сумасшедшую, потому что когда я бегала вокруг дома и искала, у кого спросить, где находится клиника и что мне делать в этой ситуации, ну, те люди, у которых я спрашивала, даже несмотря на то, что у кого я могла спросить, это были русские, они смотрели на меня, конечно, очень косо. Мягко говоря. Понятно, но тем не менее получается, что клиника еще больше, по большей части отнеслась к тебе с уважением, ну потому что не просто так они это все запополамили, еще там что-то делали бесплатно в том числе. Конечно, конечно. С уважением, как русскому туристу, да. В итоге русифицированному коту Василию очень повезло встретить девушку из Тамбова, да? Кот Василий вначале лежал не у моей двери, он лежал у соседской двери, он лежал там 2 дня. Один день я так на него посмотрела, ну лежит и лежит кот, как бы он бездомный, это нормально, что там кот лежит. Второй день я смотрю, он там же опять лежит, я к нему уже подошла с едой, я говорю, Василий, говорю, ну кушать, наверное, тебе уже пора, ты что лежишь, не встаешь. Вот, он, глядя на меня, так понюхал, что я ему дала, ну, есть не стал. И здесь И уже спустя 2 часа, мы уходили из дома, спустя 2 часа я прихожу, Василий уже лежит у моей двери, уже без движения. Если я понимаю, что все не просто так, он, наверное, я так понимаю, что он каким-то своим кошачьим, интуитивным чутьем понял, что здесь ему помогут, что нужно идти сюда. И каким-то образом он дополз до моей двери. Да. Люди, если вы можете помочь нашим, как сказать, братьям меньшим, если вы видите, что животному плохо, если животное нуждается в вашей помощи, то, пожалуйста, помогите. И если вы помогаете, если вы знаете, что есть еще и при этом закон, да, который также на вашей стороне, то помогаете вы, помогут и вам. И компенсировать свои деньги тоже сможете всегда. Не бойтесь обращаться, опять же, в органы госвласти, которые должны платить за бездомных животных. То есть, как бы, нет, не страшно. Обращайтесь в клиники, обращайтесь в муниципалитет, общайтесь с людьми. Если можете помочь, сделайте это. Не бойтесь. Не бойтесь, ничего бояться. Вот, да, на вас будут смотреть косо, да, скажут, что сумасшедшая русская. Но, знаете, я, кроме того, что я представляла, что я русский турист, конечно, я говорю, что я юрист. Не без этого. Вот. И то, что я говорила, что я юрист, конечно, да, помогло мне как бы это заявление все-таки отдать, чтобы меня его приняли, потому что если, возможно, я не сказала, что я юрист, и я знаю закон, возможно, такого не было. Может быть, мне что-то начали рассказывать, что такое, в принципе, невозможно. Но да, поэтому я сделала то, что я сделала. И есть еще красивое выражение: делая добро, кидайте камни в воду. Да? Да. Не ждите ничего в ответ. Если можете, то делайте, да. Ну, даже смотри, Жень, какая вещь. Животные же нам помогают, нам, всем людям, животные помогают скрашивать жизнь, да, они воспитывают в детях эмпатию, они помогают одиноким людям не чувствовать свое одиночество, да, они помогают почувствовать себя нужным.
Они же столько приносят позитивных эмоций в нашу жизнь, ну как не помочь животным? Ну и в итоге, Ирин, когда придет вот как некий результат, ну, наверное, каким-то образом мы, наверное, сообщим тем, кто заинтересуется вот этой вот историей. Может, Я думаю, мы ссылку напишем на видео. скачивание. Да, документ, кстати, видео я приложила. Там и расписано, в документе расписано, какое лечение было коту предоставлено, в документе расписано, какая сумма. В документе, я даже, вернее, в видео, я приложила то заявление, которое я написала с отметкой о принятии в муниципалитете Алании. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Спасибо за то, что послушали меня, что прониклись моей историей, за то, что просмотрели это видео достаточно длинное. Ну, я думаю, мы увидимся. Пишите в комментариях все, что вы думаете. Может быть, у вас такие же ситуации были. Пока-пока. Пока-пока.